Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о Excel. Для начинающих это будет подробное руководство не о том, как создавать таблицы, а именно о том, как работать с основными пользовательскими функциями в Excel и, соответственно, инструментами, которые в большинстве случаев спрашивают при приеме на работу. Вот, соответственно, первая задача: нам необходимо ввести название первого любого месяца. В ячейку C3, планируемое количество продаж 2200 каждый месяц, ожидается увеличение 2 раза. То есть для этого мы пишем 2200. И если каждый месяц умножается на 2 раза, то мы пишем умножить на 2. То есть первый месяц 2200, второй 4400, ну и так далее. Таким образом доходит до 500 тысяч. И внизу, чтобы посчитать итог, мы выбираем, соответственно, сумму. Она автоматически подтягивается вниз. То есть здесь простейшая формула. Все дело в том, когда мы смещаем ячейку вниз черным крестиком, если мы зайдем в вкладку формулы и покажем зависимые ячейки, то вы увидите, что ячейки, влияющие на результат, выше, а внизу ячейка, которая сводит все это дело вместе. Стрелки — это очень удобно, особенно когда вы находитесь в тех книгах, в которых вы до этого сами ничего не составляли, очень удобно ориентироваться. То есть это простейшая формула. Также простейшие формулы могут использоваться для нахождения скидки. Все дело в том, что в Excel, если умножить на 15%, мы сразу получим результат. То есть находим скидку, умножаем на 15%, получаем 81. То есть если мы любое число домножим на процент, у нас получится процент. Если, допустим, 0% скидка, у нас также получится 0. Далее нам необходимо из цены вычесть скидку и получить цену с учетом скидки. То есть это простейшие формулы, в начале которой у нас стоит равно. То есть мы написали равно, далее написали ячейка первая минус ячейка вторая и получили результат. И стоимость заказа — это цена с учетом скидки, умножаем на количество и получаем таким образом результат. Далее у нас есть понятие абсолютные и относительные ссылки. Это ссылки, используемые в формуле. То есть если у нас есть постоянное число в формуле, нам необходимо на него будет домножить. Мы выбираем количество, умножить на 0,54. То есть умножаем D3 на C3 и все это дело умножаем на единица, минус 15%. 15% у нас постоянная, мы ее фиксируем, нажимаем один раз F4. Если у вас F4 не сработало, можно нажать FN F4 или вручную прописать доллары перед началом столбца и, соответственно, названием строки. Также нужно понимать, что если нам необходимо уже постфактум найти, то можно было бы взять из единицы, отнять 0,15, то есть как мы и сделали, и получили сразу 85. А если бы мы сделали это в два действия, можно было бы отдельно найти цену скидки, потом из суммы вычесть, соответственно, наши данные. Окей. Это что касается абсолютных относительных ссылок. Как всегда, есть нюансы, есть закрепление по строке, есть по столбцу. Но это как бы детали. Самое главное понять, что если у нас ячейка постоянная, ее необходимо зафиксировать и, соответственно, протянуть вниз. Далее нам нужно использовать инструмент фильтр. Фильтр у нас находится во вкладке «Главное», «Фильтр», и также он у нас дублируется во вкладке «Данные», «Фильтр». Первое, что нам необходимо сделать, это 2014-2015 год. С версии Excel 2013 у нас дата автоматически группируется по годам. То есть мы можем выбрать и здесь выбрать 14-15. Нажать ОК. И для того, чтобы из этого всего списка выбрать только рапсодию, мы можем сделать инструменты, дальше выбрать текстовые фильтры и, допустим, содержит. Пишем рапсодия. И таким образом у нас все записи сюда подтянутся. Если мы выделим, у нас получится результат. Окей. Следующее, нам необходимо начислить премию через условия. Функция «если» позволяет выполнить ту или иную формулу в зависимости от значения, находящегося в ячейке. То есть, если условие выполнено, это один результат, если условие не выполнено, это второй результат. То есть, как всегда, есть множественные условия,
есть множественные «если». Да, это уже на перспективу. Сейчас будет достаточно для понимания, что если мы напишем условие, если стаж работы больше, чем 10 лет, значит, данное число умножаем на 0,45, мы помним, что это 45%. Иначе умножаем данное число на 0,20. Получаем результат. Видим 20% премия, да, соответственно, где у нас более 10 лет, не менее. Вот здесь, соответственно, у нас не менее, значит, это знак не строгого неравенства, это больше или равно. Также есть меньше или равно, и есть еще не равно. Да, это знаки строгого и не строгого неравенства. То есть строгого неравенства равно больше, меньше, а не строгого это больше или равно, или меньше, или, соответственно, равно. Далее переходим к задаче, которая у нас считается функцией ВПР. Функция ВПР, мы привыкли, что критериальный поиск у нас 0. В данном случае используется единица. Мы пишем ВПР. Искомое значение это масса груза. Далее таблица для поиска. Фиксируем ее. Номер столбца для подстановки 2 и тип соответственно 0. Вот как мы видим, что сейчас, если при нуле мы протянем, у нас будут одни индешки, потому что здесь вот есть только одно четкое попадание, это 100. Да, то есть функция ВПР нашла четко, что у нас есть 100 и перенесла ее сюда. Если, соответственно, мы используем единицу, да, растянем ее вниз и получим результат, то таким образом у нас найдутся все значения. Да, какие здесь есть нюансы, то есть функция ВПР, допустим, для 573 нашла 500. Да, то есть она округляет в меньшую сторону и переносит это значение. Также нужно понимать, что в данном случае масса груза должна быть отсортирована именно по возрастанию. Иначе, да, функция ВПР также не будет работать. Следующий инструмент, несомненно, это сводная таблица. Нам необходимо ее сформировать в новом листе и отобразить общее количество заказов внутри отделов, ранжируя это дело по убыванию. То есть для построения сводной таблицы можно ее выделять, можно нажать просто в любую из ячеек, зайти во вкладку «Вставка», «Сводная таблица» на новый лист. Окей. Далее мы переименуем этот лист, назовем его «Сводная». Дальше смотрим задание. Нам необходимо сформировать сводную таблицу, общее количество заказов внутри каждого отдела. То есть у нас есть количество, да, выполненных заказов, оно автоматически у нас распределяется в значение. То есть здесь можно задать 4 вопроса. То, что мы знаем точно, помещается в фильтры. То, что мы не знаем, помещается в строки или в столбцы. Если данных много, значит строки. Если данных мало, значит столбцы. И то, что мы можем посчитать, мы просто помещаем в значение, да, где это все, соответственно, и рассчитывается. То есть мы есть вид, далее нам нужен отдел, да, по каждому отделу. Количество заказов внутри отделов, ранжирование их по убыванию. Общее количество заказов внутри отделов. Давайте фамилию. То есть если мы фамилию вниз поставим, у нас будет группироваться сначала отдел, потом фамилия. А если мы поставим ее выше, да, у нас будет наоборот. В данном случае нам нужно, как было в первом примере. Чтобы здесь у нас ранжирование пошло по убыванию, достаточно нажать правой клавишей и выбрать сортировка по убыванию. Таким образом, вверху у нас будет максимальное значение, внизу, соответственно, минимальное. Также, если нам необходимо, можно поиграться через, допустим, конструктор, выбрать макет отчета и показывать вот в такой форме, да, более приятной. Или можно в табличной форме показать, допустим, такой более для нас привычный. Также еще есть инструмент удобный, мы можем свернуть все, да, и отдельно по каждому отделу уже просматривать то, что нам нужно. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Всем пока-пока.